тот момент, когда Тэйон произнес эти слова, Чингук совершенно сломался. То, что произошло дальше, заставило фанатов дрожать, и поначалу никто этого не заметил. Голос Тэйона не повышался. Он не дрожал. В нем не было драматизма. На самом деле, он был тихим, почти слишком тихим для такого многолюдного момента. Но в тот же миг, как эти слова слетели с его губ, что-то в воздухе изменилось. Чингук почувствовал это мгновенно. Еще несколько мгновений назад он улыбался, кивал в знак согласия, пытаясь сохранить легкое настроение, как всегда. Но когда Тэйон заговорил, улыбка Чингука застыла, словно его тело поняло вес слов раньше, чем разум. Тэйон не смотрел на камеры. Он не смотрел на фанатов. Он смотрел прямо на Чингука. «Я просто хочу, чтобы вы знали», – тихо сказал Тэйон, – «что я никогда не забывал». В комнате воцарилась тишина. Всем остальным это прозвучало просто, безобидно, почти неопределенно. Но глаза Чингука расширились, у него перехватило дыхание, словно его поразило что-то невидимое. Его руки сжались, пальцы сжались в кулаки, когда он посмотрел на Тэйона, пытаясь что-то увидеть на его лице, ясность, уверенность, может быть, даже разрешение отреагировать, потому что он знал. И Тэйон знал, что он знает. Чингук тяжело сглотнул, моргая чаще обычного. Он попытался отмахнуться от этого смехом, попытался отвернуться от камер, но было слишком поздно. Его самообладание слегка пошатнулось, но этого было достаточно, чтобы фанаты заметили. Тэйон продолжил, его голос был ровным, но тяжелым от эмоций. «Некоторые обещания не исчезают», — сказал он. «Даже когда проходит время, даже когда становится тяжело». Вот и все. Чингук сломался, не громко, не драматично, но так, как это причиняет наибольшую боль. Его плечи опустились. Челюсть задрожала, а глаза заблестели, когда он наконец опустил взгляд, не в силах больше смотреть Тэйону в глаза. У фанатов, наблюдавших за происходящим в прямом эфире, сердце сжалось. Почему Чингук так реагирует? О каком обещании говорил Тэйон? И почему казалось, что этот момент не должен был быть услышан кем-либо еще? Чингук поднес руку к лицу, быстро потирая глаза, надеясь, что никто не заметит. Но Тэйон заметил. Он всегда замечал. На мгновение Тэйон протянул руку, затем остановился, и эта нерешительность сказала больше, чем любые слова. Комментарии взорвались. Видеоролики распространились за считанные минуты. Фанаты пересматривали этот момент снова и снова, убежденные, что только что стали свидетелями чего-то необработанного, чего-то незавершенного, потому что это были не просто слова. Это было напоминание, признание и, возможно, просто возможно, начало чего-то, чего фанаты никогда не должны были увидеть. Чингук попытался прийти в себя. Он выпрямился, выдавил легкую улыбку, даже тихонько усмехнулся, как будто это могло стереть то, что все только что увидели. Но ущерб уже был нанесен. Его глаза были красными. Дыхание было неровным. И как бы он ни старался, он не мог заставить себя посмотреть на Тэйона. Фанаты заметили все. Тэйон заметил больше. «Есть вещи», — продолжил Тэйон, сделав паузу, достаточную для того, чтобы сердце Чингука заколотилось сильнее, которые не нужно объяснять вслух. Эта фраза задела его еще сильнее, чем первая. Пальцы Чингука задрожали. Он сжал губы, медленно кивая, словно умоляя: «Пожалуйста, остановись». Не потому, что слова причиняли боль, а потому, что они значили слишком много. Персонал неловко заерзал. Ведущие обменялись взглядами. Что-то явно вышло за рамки сценария. Этого не должно было произойти. Наконец, Чингук заговорил, его голос был тише обычного. «Тэйон», — начал он, затем остановился. Он снова засмеялся, но на этот раз смех прервался на полпути. «Тебе не нужно это говорить». Но Тэйон покачал головой. «Нужно». Эти два слова разрушили остатки самообладания Чингука. Он отвернулся от камер, плечи дрожали, и он закрыл лицо рукой. На мгновение мир забыл, как дышать.
Фанаты, наблюдавшие за прямой трансляцией, чувствовали себя незваными гостями, словно случайно оказались в моменте слишком личном, слишком реальном. Тэйон встал, это было инстинктивно, мгновенно. Он подошел ближе, понизив голос так, чтобы его услышал только Чингук. «Я имел в виду каждое слово», — сказал тогда Тэйон. И теперь Чингук посмотрел на него снизу вверх, глаза блестели, выражение лица было совершенно открытым. Ни золотой Макне, ни суперзвезда, любимая миллионами, просто Чингук. И в этом взгляде была история, поздние ночи, невысказанные извинения, обещания, данные, когда никто не видел, и чувства, которые никогда по-настоящему не исчезали. На долю секунды Тэйон положил руку на спину Чингука. Прикосновение было коротким, но его было достаточно. Чат взорвался. Скриншоты распространились, как лесной пожар. Фанаты начали связывать воедино то, что игнорировали годами. Почему Чингук так отреагировал? Почему Тэйон выглядел таким уверенным? И почему это больше походило на признание, чем на представление? Ведущие поспешили сменить тему, нервно посмеиваясь и возвращая разговор в более безопасное русло. Но это было бесполезно, потому что, если что-то реальное просочилось наружу, нельзя притворяться, что этого не было. И Чингук это знал. Вытерев глаза и, наконец, снова повернувшись к камерам, его голос стал ровнее, но все еще хрупким, и он произнес последнюю фразу: «Некоторые вещи остаются с тобой, даже если ты о них не говоришь». Тэйон улыбнулся. Не игриво, а многозначительно. Фанаты будут обсуждать этот момент неделями, анализировать каждый кадр, каждую паузу, каждый вздох. Но одно было ясно уже сейчас. Что бы Тэйон ни сказал в тот вечер, это не просто сломило Чингука. Это возобновило историю, которая никогда по-настоящему не была закончена. Красный свет погас. Последовали аплодисменты, вежливые, автоматические, почти механические. Сотрудники быстро двигались, голоса перекрывали друг друга, пытаясь вернуть моменту профессиональный вид. Для внешнего мира сегмент закончился. Но для Чингука нет. Он остался сидеть, глядя в пол, его грудь поднималась и опускалась слишком быстро. Шум вокруг казался далеким, приглушенным, словно он был под водой. Кто-то позвал его по имени. Он кивнул, не расслышав. Тэйон заметил. Он всегда это замечал. «Дайте нам секунду», – тихо сказал Тэйон персоналу спокойным, но твердым тоном. В его голосе было что-то такое, что заставляло людей колебаться, а затем отступать. Они знали, что так делать нельзя. Комната постепенно опустела, пока не остались только они двое, стоящие после слов, которые должны были остаться в тайне. Чингук тяжело вздохнул. «Тебе не нужно было этого говорить», — повторил он, на этот раз без смеха, без всяких угрызений совести. Тэйон повернулся к нему лицом. Вблизи спокойствие, которое он демонстрировал на камеру, слегка пошатнулось. «Знал ли я?» — сказал он. «Но я хотел». Между ними повисла тишина, отягощенная годами невысказанных слов. Наконец Чингук поднял взгляд. Его глаза все еще были влажными, выражение лица суровым, таким, каким его редко видели фанаты. «Ты хоть представляешь», – прошептал Чингук, – «как тяжело было притворяться, что я ничего не помню». Челюсть Тэйона сжалась. «Я все помню», – ответил Тэйон. В этом-то и проблема. Эти слова ранили сильнее любого признания. Чингук резко встал, сделал один шаг, а затем остановился перед Тэйоном, словно боясь, что если он слишком сильно пошевелится, то окончательно развалится на части. «Мы договорились», — сказал Чингук дрожащим голосом, — «что оставим это в прошлом». Тэйон медленно кивнул. «Мы договорились выжить», — поправил он. «Не забыть». Именно тогда Чингук окончательно сломался. Он отвернулся, прижав ладони к глазам, плечи дрожали, когда все, что он сдерживал, наконец выплеснулось наружу. Теперь не было камер. Не было зрителей, не было причин быть сильным. Тэйон подошел ближе. На этот раз он не колебался.
Он обнял Чингука крепко и уверенно, словно боясь, что тот может исчезнуть, если он его отпустит. Чингук замер на полсекунды, а затем растворился в объятиях, вцепившись в куртку Тэйона, словно это была единственная твердая вещь, оставшаяся в комнате. «Я ненавидел тебя за то, что ты молчал», — пробормотал Чингук. «Я ненавидел себя за то, что ждал», — тихо ответил Тэйон. Они так пробыли дольше, чем хотели. За дверью уже вовсю крутились видеоролики, в режиме реального времени строились теории. Но внутри не было ни фандома, ни историй, ни ожиданий, только два человека, стоящие в тишине и понимающие, что все, что они пытались скрыть, все равно последовало за ними. Тэйон немного отстранился, чтобы посмотреть на Чингука. «Я не прошу ответов», — сказал он. «Я просто не хотел, чтобы ты думал, что ты один помнишь». Чингук тяжело сглотнул и кивнул. «Не один», — признался он. «Я просто не думал, что ты скажешь это вслух». Тэйон грустно улыбнулся. «Может быть, пришло время кому-то это сделать». С той ночи все изменилось незаметно, тихо, но недвусмысленно, больше взглядов, больше пауз, больше моментов, наполненных смыслом. Фанаты спорили, значили ли они что-то или все. Но Чингук знал правду. Эти слова не были концом истории. Они были дверью, которая снова открылась. Все началось с мелочей. Сначала фанаты говорили себе, что им это кажется, что они слишком много додумывают в моментах, которые ничего не значили. Но чем дольше они смотрели, тем труднее было это отрицать. Чингук стал меньше смеяться на камеру. Не грустно, не отстраненно, просто сдержанно, как человек, постоянно сдерживающий себя, чтобы не сказать слишком много. Его улыбка задерживалась на полсекунды дольше, когда говорил Тэйон. Его глаза следили за Тэйоном, сами того не замечая, а затем быстро отводили взгляд, как только он замечал камеру. И Тэйон тоже изменился. Он стоял ближе, всегда на шаг ближе, чем нужно. Когда Чингук говорил, Тэйон слушал, как будто весь остальной мир затих. Никаких перерывов, никаких поддразниваний, только внимание, безраздельное и пристальное. Фанаты это заметили. В сети начали распространяться видеоролики. Почему Тэйон постоянно так смотрит на Чингука? Вы видели, как рука Чингука замерла, прежде чем схватить Тэйона за рукав? Это как-то по-другому. Это как-то лично. Это не было громко. Это не было очевидно. Именно это и пугало. Во время одной из репетиций Чингук пропустил реплику. Она была незначительной, едва заметной, но Тэйон мгновенно отреагировал, изменив положение, чтобы его подменить, не меняя выражения лица. Позже, когда они думали, что никто не смотрит, Тэйон наклонился и что-то прошептал. Чингук медленно кивнул, серьезно, без шуток, без смеха. Один только этот момент поверг фанатов в шок, потому что это не было фансервисом. Это не было совпадением. Это было чувство близости, то, которое возникает благодаря общей истории. За кулисами Чингук задерживался после окончания репетиций, сидел дольше, ожидая, не зная точно, чего. Тэйон всегда появлялся в конце концов, как будто делал то же самое. Они не говорили об этом вечере. Им это было не нужно. Но иногда Тэйон спрашивал что-то вроде «Ты сегодня в порядке?», а Чингук отвечал «Лучше, чем раньше». Простые слова, но с глубоким смыслом. Однажды вечером Чингук листал ленту телефона, просматривая видеоролики, выложенные фанатами, паузу перед тем, как Тэйон коснулся его спины, то, как смягчился его собственный голос, когда он произнес имя Тэйона. У него сжалось сердце. «Они это видят», — пробормотал Чингук. Тэйон, сидевший рядом, не выглядел удивленным. «Они всегда это видели», — сказал он. Чингук поднял глаза. «Тогда почему тебе кажется, что мы делаем что-то не так?» Тэйон встретил его взгляд, спокойный и непоколебимый. «Потому что притворство никому не причиняло вреда», — ответил он. «Это причиняло вред только нам». Этот ответ запал в душу Чингуку. На следующей прямой трансляции фанаты сразу это заметили.
Чингук не вздрогнул, когда Тэйон подошел близко. Не отстранился, когда их плечи соприкоснулись. Не отмахнулся. Он позволил этому случиться. Чат взорвался. Что происходит? Напряжение. Это ненормально. Чингук прочитал комментарии. Сердце у него бешено колотилось, но вместо паники появилось что-то другое. Облегчение. Впервые он не убегал. И Тэйон это знал. Когда трансляция закончилась, Тэйон взглянул на Чингука и тихо сказал: «Ты не прятался». Чингук выдохнул. «Я устал притворяться. Я ничего не чувствую». Тэйон не улыбнулся. Он не стал подшучивать. Он просто кивнул один раз. Снаружи слухи становились все громче. Составлялись заголовки. Фанаты проводили параллели между моментами, строя теории, которые никак не хотели умирать. Что-то менялось. Что-то реальное. И в глубине души Чингук понимал правду. Как только люди начинают видеть трещины, они начинают видеть то, что все это время скрывалось за ними. Давление не навалилось внезапно. Оно проникало тихо через уведомления, шепот и взгляды, которые задерживались на секунду дольше, чем нужно. Менеджеры говорили осторожнее. Персонал следил внимательнее. Даже воздух за кулисами казался сжатым, словно затаившим дыхание. Чингук чувствовал это каждый день. По ночам он не спал, глядя в потолок и прокручивая в голове моменты, которые хотел бы остановить. Голос Тэйона, этот взгляд, то, как все снова начало двигаться, хотя ни один из них на это не соглашался. Потому что, если что-то признано, даже молча, оно отказывается засыпать. Однажды вечером, после долгого графика, Чингук обнаружил Тэйона одного в репетиционном зале. Свет был приглушен, из колонки тихо играла музыка, которую ни один из них не помнил, чтобы включал. Тэйон сидел на полу, прислонившись спиной к зеркалу.